Сегодня готовим очень вкусный творожный торт на сковороде. Все максимально быстро, просто без весов и без миксера. Для приготовления теста нам понадобится 400 грамм творога 5%, 2 средних яйца, 110 грамм сахара, щепотка соли и 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка ванильного сахара и 280-300 грамм муки. Итак, начнем приготовление. На миску ставим сито, берем 400 грамм творога и выкладываем его небольшими порциями, после чего растираем ложкой или силиконовой лопаткой о стенки. Добавляйте творог порционно, так его намного легче будет протирать через сито. Такой процесс делает творог более нежным и однородным. Кто не хочет возиться так, можно просто размять творог вилкой или воспользоваться блендером. Всыпаем сахар, ванильный сахар и все хорошо перемешиваем. Для этого рецепта лучше всего подойдет творог 5 или 9% жирности. В творог вбиваем 2 средних яйца, добавляем щепотку соли и все хорошо перемешиваем до однородности. Масса должна стать мягкой и однородной. Всыпаем частями муку с разрыхлителем и постепенно начинаем вымешивать. Сначала я использую ложку, а когда станет трудно вымешивать, я уже буду вымешивать руками. Друзья, точный список всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. А также напишите, с какой страны вы смотрите мои рецепты. Мне будет очень приятно почитать. Вымешивать тесто нужно недолго, только до объединения всех ингредиентов. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. При необходимости можно подсыпать еще немного мукой. Далее перекладываем тесто на подсыпанный стол мукой, скатываем тесто в колбаску и делим на 8 частей. Каждый кусочек у меня вышел по 115 грамм. Берем один кусочек и будем его раскатывать. А остальные кусочки мы накрываем пищевой пленкой и убираем в сторонку. Каждый кусочек мы раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно 3 мм. Обязательно проверяем, чтобы подошла форма, которой мы будем вырезать коржи нужного диаметра. Прокалываем вилкой. И перекладываем на сухую сковородку и готовим на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны. Переворачиваем коржи и еще раз печем 2 минуты с этой стороны. Вот такие получаются красивые мягкие коржи с минимальным содержанием жира, легко переворачиваются. Если вы не хотите готовить их на сковороде, их можно также приготовить в духовке при температуре 180 градусов до легкого румянового цвета. Самое главное, не пересушите. Берем форму или крышку, чем вам будет удобно, и каждый корж мы вырезаем под нужный нам диаметр. Я использую форму диаметром 20 см, прокручиваем и вот таким вот легким способом вырезаем корж. Обрезки убираем, они нам понадобятся на украшение торта. Приготовим крем. Берем 150 грамм сгущенного молока,
600 грамм густой сметаны. У меня сметана отвешенная. Выливаем сгущенное молоко. И все хорошо перемешиваем ложкой до однородности. Крем получается очень густой и плотный и хорошо держится на ложке. Собираем торт. Блюдо смазываем немного кремом. Выкладываем первый корж. Хорошо промазываем кремом, и так мы продолжаем до самого верха, пока не используем все коржи. Верх и бока торта мы также промазываем кремом. Отставляем торт в сторонку. Все обрезки я еще заранее подсушила, чтобы они были более хрустящими. Перекладываем в блендер и измельчаем по возможности. У меня получилось 2 крошки в одном блендере. Крупная и мелкая. Крупной крошкой я буду украшать верх торта. А мелкой крошкой я украшаю бока торта. Вот так легко и просто можно приготовить вот такой замечательный торт. Торт готов, его убираем на 2-3 часа в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. После чего достаем из холодильника, нарезаем и подаем к столу. Торт готовится очень быстро, просто и на вкус получается очень вкусный. И самое главное, не очень трудный в приготовлении. Обязательно пробуйте, готовьте, я уверена, у вас все получится. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.